Всем привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам еще одно приспособление от Laser Model Graver, и это стапель для моделей автомобилей в 24 масштабе. Давайте для начала рассмотрим упаковку, а потом приступим к сборке и тестированию. Все детали здесь запаяны в пленку, а на лицевой стороне приложена вот такая вот обложка. Здесь располагаются фотографии, где можно увидеть, как на стапеле закрепляется кузов автомобиля, а также общий вид приспособления. Ну и также хочу заметить, что в этом стапеле присутствует несколько типов креплений. Но давайте сейчас я уже распакую и все покажу по порядку. Итак, теперь давайте рассмотрим, что входит в комплект этого приспособления. Часть деталей здесь не требует сборки, но остальные размещены вот на такой вот плате. Готовые элементы — это у нас крепление. Первое. Вот такая вот проволочная рамочка. Основное крепление для фиксации кузова модели в 24 масштабе. Деталь уже собрана, склеена, а также сюда установлена эта самая проволока. Места крепления защищены термоусадочной пленкой, ну и сама проволока также имеет, скажем так, изоляцию. Работать с таким изделием достаточно приятно. Ну и вторая деталь, точно такая же, располагается с противоположной стороны стапеля. В набор также входит несколько дополнительных креплений. Первое — это вот такие вот крючки, с помощью которых также можно закрепить кузов автомобиля или готовую модель. Причем, скорее всего, здесь можно разместить и модель бронетехники. На мой взгляд, эти крючки очень здорово расширят возможности стапеля. И третий тип фиксатора — это крокодильчики. С их помощью можно закрепить ряд мелких деталей для покраски. Кстати, точно такие же крокодильчики входят и в комплект стапеля для сборки БТТ. Очень здорово, что Александр комплектует свои наборы такими разнообразными фиксаторами. Обзор на стапель для бронетехники я уже делал на своем канале, и ссылку оставлю в описании под видео. Также в описании под видео я оставляю ссылку на магазин Laser Model Graver и конкретно на этот товар. На сегодняшний день, кстати, существует стапель и для моделей автомобилей в 43 масштабе. Он аналогичен стапелю, который у меня в руках, разве что размером поменьше. Ссылку на него я также оставлю в описании. И чуть не забыл, в комплект также входит набор винтов, гаек, а также две резиночки. Резиночки нужны для фиксации опор. Как это работает, я уже покажу на этапе тестирования. А сейчас давайте соберем опору и установим на нее фиксаторы. Детали здесь отлично вырезаны лазером, и некоторые выпадают от легкого нажатия. Но все же, я думаю, лучше подрезать ножом, чтобы не повредить элементы. Зачищать детали буду с помощью вот такой вот маникюрной пилочки, ну а склеивать с помощью столярного клея Момент. Итак, все детали зачищены, и давайте приступать к сборке. Инструкции здесь нет, так что будем руководствоваться смекалкой и вот этой вот фотографией. Благо деталей немного, и конструкция не такая уж хитрая. Думаю, никаких проблем не возникнет. Давайте в первую очередь соберем опору. На основание устанавливаются две детали крест-накрест. Здесь подпиливать ничего не пришлось, сходимость идеальная. Детали прекрасно устанавливаются в свои пазы. После установки в нижней части, как видите, получаются такие вот пенечки. Но это не дефекты, это необходимо для того, чтобы установить вот такие вот дополнительные опоры. А опоры, в свою очередь, нужны, я так понимаю, для фиксации этого стапеля на поворотном круге. На этом поворотном круге можно фиксировать, кстати, все стапеля от Laser Model Graver. Ссылку на него я также оставляю в описании под видео. Вот такое вот должно получиться у нас основание. Сейчас я это все склею и продолжим. Получилась у меня вот такая вот опора. Прочная, устойчивая, одним словом, отличное основание для будущего стапеля.
Ну а сейчас соберем крепление. В первую очередь соберем центральную часть, и здесь есть небольшая хитрость. Нужно установить вот эту вот продолговатую гайку в отверстие круглой детали. Если она плохо проходит, то отверстие нужно расточить. Далее, не проталкивая глубоко эту гайку, необходимо установить вот так вот в соответствующую прорезь и сопоставить пазы с отверстиями. Теперь можно соединять. Но для начала, перед тем как соединить до конца, лучше промазать все стыки клеем. Так будет надежнее. И если вдруг руками тяжело продавить до конца, то можно установить вот такую вот деталь. С этой стороны приложить винт с барашком и, завинчивая винт, притянуть это кольцо и тем самым завершить сборку этой детали. Давайте для начала я проклею и потом уже соединю все вместе. Получилась вот такая вот конструкция. И теперь самое время установить боковинки. Они устанавливаются, как я и показывал, с помощью винта. И также здесь необходимо добавить шайбу. С обратной стороны аналогичная деталь. Полукруглый выступ направлен вниз. Я установил эти детали сейчас, чтобы можно было точнее спозиционировать следующие элементы. А следующие элементы устанавливаются вот таким вот образом перпендикулярно. Идеальная сходимость, прекрасно вырезанные крепления, и здесь мне даже ничего не пришлось подпиливать или расширять, за исключением круглых отверстий под вот эту вот гайку. Сейчас я приклею эти детали и будем уже устанавливать крепления и тестировать стапель. Вот таким вот образом выглядит итоговая конструкция. И сейчас установим на нее крепление. Собирается с помощью винтов. Здесь уже нет ничего сложного. И с обратной стороны точно так же. Крепление с одной стороны. Сейчас установлю точно такое же на другую сторону. Ну а потом весь этот механизм также с помощью винта устанавливается на подставку. Кстати говоря, на эту подставку можно установить и любой другой стапель. Например, вот такой вот для бронетехники. Его я собирал в соответствующем обзоре, и в том наборе не было вот такой вот отдельно стоящей подставки. Там, если помните, у нас был такой монтажный стол для сборки катков и траков, и на него же крепился и сам стапель. Ну а сейчас можно закрепить его вот таким вот образом отдельно. Одним словом, модули от Laser Model Graver достаточно универсальны и взаимозаменяемы, так что можно их комбинировать на свое усмотрение. Получается очень удобно, и здесь даже можно закреплять модели, которые не предусмотрены инструкцией. Например, на авиационный стапель я установил трамвай. Но все же давайте вернемся к нашему сегодняшнему образцу. Итак, крепление на своем месте, зафиксировано винтом на опоре и двигается в двух плоскостях. То есть на самой опоре наклоняется, а также наклоняется сам стапель. Закрепить сами фиксаторы здесь можно двумя способами. Первое – это жестко прикрутить гайками, а второй вариант – вот таким вот образом с помощью резинок. Здесь есть специальные выступы, на которые можно натянуть обычную резинку, и тогда мы получим вот такой вот пружинящий модуль. Очень удобно, можно достаточно прочно фиксировать кузова,
и не бояться, что они упадут во время покраски или же во время каких-либо других работ. Здесь, я думаю, нужно исходить из модели. Где-то удобнее будет сделать вот такую вот упругую фиксацию, ну а где-то можно вручную затянуть винты. Ну и наконец посмотрим, как смотрится на этом стапеле модель автомобиля. Вот таким вот образом я закрепил здесь кузов DeLorean. Замечательно держится. Как видите, держу я его на весу, и здесь нет даже намека на соскальзывание. Очень надежно, очень здорово удерживается деталь. Здесь мне удобнее было зафиксировать кузов вручную и затянуть винтами, поскольку с помощью резинок мне казалось натяжение слишком сильное. То есть я боялся просто повредить кузов. Возможно, для каких-то других моделей фиксация резинками будет более удачным решением. Или же можно просто взять резинки помягче. Как бы там ни было, стапель прекрасно справляется со своей обязанностью, и на нем очень удобно будет красить модель, а возможно даже собирать какие-то мелочи. Следующей моделью у меня на канале будет именно этот DeLorean, так что стапель опробуем в самом ближайшем будущем. Ну а сейчас давайте посмотрим, как работают другие фиксаторы стапеля. Следующий вид крепления – крючки. Они очень похожи на крючки, которые были на стапеле для сборки БТТ. Но здесь есть небольшое отличие в способе крепления. Если на стапеле для БТТ крючки раздвигались в одной плоскости, то здесь они отклоняются. За счет этого возможно более гибкое крепление различных моделей. Ну, по крайней мере, мне так кажется на первый взгляд. Как бы там ни было, это еще один способ крепления, и возможно в некоторых ситуациях он будет более удачен. Как видите, здесь я закрепил модель танка Т-54 от Mini-Art. Крючки прекрасно цепляются за траки или же за катки. Здесь также можно использовать резинки, и тогда крючки будут раздвигаться в сторону. Возможно, некоторые кузова автомобилей будет удобнее крепить именно таким способом, вместо использования предыдущих фиксаторов. В чем плюс именно этого стапеля? Это то, что сходимость крючков здесь максимальная, и расходятся они также на очень большое расстояние. То есть закрепить модели можно самых разных размеров. Кроме того, крючки можно развернуть в другую сторону. Например, вот таким вот образом. И тогда уже можно закрепить кузов модели за пороги. Или же какую-либо другую деталь модели за внутренние выступающие части. Конкретно этот кузов таким способом крепится не очень удобно, поскольку длина его не очень большая и крючки проваливаются в колесные арки. Но я думаю, для более крупных моделей этот способ может вполне подойти. Как я уже не раз повторял в этом обзоре, модули достаточно универсальные и можно экспериментировать с разными способами крепления. Сейчас еще покажу, как здесь смотрятся крокодильчики. Итак, установил на стапель крокодильчики. В отличие от других креплений, они имеют ход по высоте. Возможно, в каких-то ситуациях это будет полезно. Например, вот таким вот образом можно уменьшить их высоту. Пожалуй, самое очевидное их применение – это фиксация мелких деталей для покраски. Но я думаю, здесь можно закрепить также более крупный узел или же даже целую модель. Если, конечно, на этой модели будет за что ухватиться. Давайте попробуем здесь установить модель в 43-м масштабе. Вот что у меня получилось. Для примера я взял кузов 21-й Волги от Диагостини. Как видите, крокодильчики зафиксировал за цилиндры, в которые вкручиваются винты. Достаточно надежно и уверенно держится здесь этот кузов. Даже несмотря на то, что эта деталь увесистая. На мой взгляд, решение очень удобное. Я буду им обязательно пользоваться. Тем более, что как раз для покраски кузовов в 43-м масштабе я хотел себе приспособить какое-нибудь подобное приспособление с крокодильчиками. Ну а вот сейчас уже все под рукой. Итак, друзья, на этом обзор стапеля для моделей в 24 масштабе от Laser Model Graver я заканчиваю.
Ну и по итогу хочу сказать, что мне очень понравилось это приспособление. Замечательно справляется со своими прямыми обязанностями, ну а также в наборе присутствует ряд других креплений, которые также можно использовать для всевозможных целей. С помощью этого стапеля можно также собирать и красить модели BTT, а также модели в 43 масштабе, что я в этом обзоре и продемонстрировал. Ну и также хочу еще раз отметить, что все модули Laser Model Graver очень здорово сочетаются между собой, и вы можете комбинировать их самыми разными способами, используя даже для моделей, для которых эти приспособления не были задуманы изначально. Одним словом, такая добротная продукция очень здорово облегчит жизнь моделисту. Напоминаю, что ссылку на этот модуль, а также на некоторые другие продукты Laser Model Graver я оставляю в описании под видео. Переходите и выбирайте для себя подходящие. Ну и на этом ролик я буду заканчивать. Я благодарю Александра за предоставленный образец. Ну а если вам обзор был интересен, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Я благодарю вас за внимание, всем пока и до новых встреч!